Я бог или безумец, отвергнутые Богом. Вацлав Нижинский, Ольга Списивцева, Лючия Джойс, Феликс Фернандес Гарсия. Всех этих артистов объединяет не только удивительный дар, но и страшный диагноз. Шизофрения поставила крест на карьере этих гениев, вынужденных десятилетия провести взаперти в психиатрических лечебницах, подвергаясь сомнительному экспериментальному лечению и сражаясь со страшными симптомами. Могли ли эти артисты избежать страшного финала? Или он с самого начала был уготованным, если не судьбой, то комплексом факторов, повлиявших на их жизнь. Меня зовут Наталья. Вы на канале Неприма, где я простым языком и с большой любовью рассказываю интересные истории из мира танца. Лучше всего изучен, конечно же, случай Вацлава Нижинского, гениального танцовщика и хореографа, которого миру открыл импресарио Сергей Дягилев в своих русских сезонах. Уже в детстве за мальчиком замечали немало странностей, правда, семью это вряд ли удивляло. Бабушка Нижинского в течение многих лет страдала от тяжелой хронической депрессии. Так полагают современные исследователи, понятно, что в то время диагноза просто не существовало. Отец Вацлава постоянно впадал в дикую неконтролируемую ярость, а старший брат, как считали вследствие падения в детстве, в молодом возрасте попал в дом умалишенных. Так себе наследственность, будем честны. С другой стороны, не стоит забывать, что младшая сестра Вацлава, Бронислава, прожила аж 81 год, была совершенно здорова и поставила немало замечательных балетов. То есть с поиском закономерностей всегда стоит быть осторожными и доверять в первую очередь проверенным медицинским источникам, что я и стараюсь делать. В школе все видели, что мальчик необычайно одарен как танцовщик, но вот интеллектуальные задачи давались ему с трудом. Современники вспоминают постоянно открытый рот и отсутствующий взгляд Вацлава. Вместе с отчужденностью, равнодушием к окружающему миру и слабо развитыми навыками общения, это, как вы понимаете, большой любви со стороны одноклассников не способствовало. Лечащие врачи Вацлава будут считать, что причина заболевания кроется в неком травматичном событии, которое произошло с мальчиком в возрасте 12 лет в училище. Но современные исследователи это мнение опровергают. Если бы шизофрения так работала, то все жертвы Холокоста становились бы шизофрениками, чего, к счастью, не происходит. То есть посттравматическое расстройство – это одно, а шизофрения – совсем другое. Причина скорее генетическая, или же она связана с осложнениями во время беременности и родов. Но спровоцировать дебют заболевания сильное эмоциональное потрясение действительно может. Некоторые полагают, что этих самых потрясений в жизни Вацлава было немало благодаря, в кавычках, Сергею Дягилеву. Но история не знает сослагательного наклонения, и мы не можем предположить, был ли у Нижинского шанс сохранить здоровье, не встретил он Дягилева. Но точно ясно, что Дягилев подарил Нижинскому возможность максимально реализоваться в роли танцовщика. И фактически собственными руками лепил из него хореографа, подкидывая идеи, помогая, направляя и предоставляя все необходимые ресурсы. В процессе Нижинский часто капризничал и вел себя по всеобщему мнению неадекватно. Люди видели в этом зазнайство, чудачество, замашки примадонны, в то время как это были первые признаки заболевания, первые тревожные звоночки. Нижинский разрывался между мужским и женским началом в себе, между Дягилевым и женой Рамолой, из-за свадьбы с которой импресарио порвал все отношения с танцовщиком. Оставшись без работы, пытаясь создать собственную труппу в разрываемой противоречиями предвоенной Европе, не понимая себя и своих желаний, Нижинский оказался на краю ментальной пропасти. У него началась мания преследования. Вацлав совершал безрассудные опасные поступки, вроде прыжков из окна. От агрессии он переходил к глубокой депрессии, перестал спать. Потом появились галлюцинации. Сохранились воспоминания о том, как Нижинский гулял по Сен-Морицу с огромным крестом на шее, пялясь в пространство и рассказывая встречным, что он Христос. Болезнь уже невозможно было отрицать. В 1919 году Нижинскому наконец поставили диагноз.
Но ни ему самому, ни его семье никакого облегчения это не принесло. К тому времени у них с Ромолой уже было 2 дочки. Лечения не существовало, только эксперименты. Ромола перепробовала все: психоанализ, инсулиновую шоковую терапию, крайне опасный, не прошедший проверку временем метод. Правда, Нижинскому инсулиновая терапия помогла на время избавиться от галлюцинаций, что значительно улучшило качество жизни больного. Не забудем, что лечение артист проходил в Европе, а вы ведь помните про его низкую обучаемость. Это значит, что по-французски он говорил крайне плохо, как, кстати, и его доктор-немец, то есть установить контакт было сложно. Сергей Дягилев тоже ставил на Вацлаве эксперименты. Импресарио был уверен, что, побывав в театре, вновь увидев танец, артист непременно исцелится. В воспоминаниях современников, в частности в книге Сержа Лифаря, мы находим свидетельства о якобы просветлениях в спутанном сознании Нижинского в такие моменты. Но можно ли этим словам доверять? Насколько полезным и вообще гуманным было заставлять человека, передвигавшегося по палате на четвереньках, надевать смокинг и отправляться вместе с ним в переполненный театр? Помните, вначале я сказала, что случай Нижинского один из самых изученных. Так произошло не в последнюю очередь благодаря его дневнику, уникальному фотографическому документу, позволяющему нам заглянуть в голову человека с шизофренией и попытаться понять, как он видит мир. На меня в свое время дневник Нижинского произвел огромное впечатление. Наверное, потому, что я читала его перед тем, как отправиться на парижское кладбище Монмартр, где находится могила артиста. Памятник на надгробии изображает Вацлава в образе Петрушки из одноименного балета. И еще это такая печальная и болезненная перекличка с дневником, где несчастный безумец называет себя клоуном Божьим. Один из психиатров очень точно охарактеризовал дневник как путешествие Нижинского в поисках расколотого «я». Другой отметил: Нижинский явно понимал, что в его голове происходит нечто необычное, но не знал, это значит, что он Бог или безумец, отвергнутый Богом. Интересный факт. Ромола, жена Вацлава, отредактировала и опубликовала его дневник ради денег. При этом Вацлав писал на родном русском, которого венгерка Ромола не знала. То есть сами понимаете, что это за произведение. К счастью, оригинал не пропал, он хранится в Нью-Йоркской библиотеке и с 1994 года доступен для читателей. Гораздо менее известна, но не менее трагична судьба испанского танцовщика Феликса Фернандеса Гарсия. До рокового знакомства с Дягилевым и Мясиным Феликс Фернандес выступал в «Квадрофламенко» группе танцовщиков, музыкантов и певцов. По некоторым сведениям, импресарио впервые увидел испанского танцовщика на площадке кафе «Навидадес» в 1916 году. Но приглашение на спектакль русских сезонов, а затем и в труппу последовало позже, через год. 23-летний испанец никогда раньше не видел балета, и Шахерезада произвела на него колоссальное впечатление. Но зачем Дягилеву понадобился танцовщик без классической базы? Вместе с композитором Мануэлем де Фалия Дягилев задумал создать для своей антрепризы испанский балет. Чтобы артисты труппы и главным образом тогдашний фаворит Дягилева Леонид Мясин освоили основы испанского стиля, кто-то должен был их обучать. Талантливый Феликс казался идеальным кандидатом. Просто представьте, вам чуть за 20. Вы танцуете фламенко на площадях и в кафе. И вдруг появляется аристократ из другого мира. Человек, которому покровительствует сам король Испании и обещает сделать вас звездой. Ну, конечно, Феликс был в восторге. Он делился с русскими артистами всеми секретами мастерства, но вот сам на сцену почти не выходил. Его пытались вводить в характерные партии, например, в «Тарантеллу» в «Волшебной лавке», но свободолюбивый испанец никак не вписывался в заданные балетмейстером рамки. В итоге в той же лавке его заменили на русского танцовщика. Феликса это глубоко оскорбило. Артистка Лидия Соколова так писала о нем: «Мне всегда казалось, что в Феликсе есть что-то странное. И узнав его поближе, работая и живя в одном отеле, я заметила, как он нервничал. В то время я связывала это с депрессией, вызванной потерей успеха, которым он пользовался в кабаре, где работал. Думаю, ему не хватало бурных аплодисментов, и я сомневалась, правильно ли поступил Дягилев, удалив его из привычной среды. Испанец страшно скучает по родине, но все еще мечтает о сценическом успехе. Стремясь понять балетную музыку, он начинает постоянно носить с собой метроном. Увы, коллеги воспринимают это как чудачество. Никто не протягивает испанцу руку помощи тогда,
когда, возможно, еще был шанс на спасение. Кризис наступил в Лондоне. Узнав, что его коронный танец Фаруку в новом балете «Треуголка» будет исполнять Мясин, а имени самого Феликса даже нет в афише, он теряет всякую связь с реальностью. Испанец в приступе безумия бежит в церковь на Трафальгарской площади и начинает танцевать дикий танец прямо перед алтарем. Оттуда его увезут в лечебницу, где Феликс пробудет до своей смерти в 1941 году. Лифарь пишет, что Дягилев тяжело переживал этот эпизод и при возможности всегда навещал Феликса в лечебнице. Но испанские источники утверждают, что единственными посетителями были Лидия Соколова и Леонид Мясин. Как бы то ни было, имя и роль Феликса в деле русских сезонов со временем забылись. Сохранилась записная книжка Мясина, часть записей в которых могла быть сделана испанцем. Кое-где меняется почерк, хореографические схемы и ноты описывают фламенко. Быть может, Феликс сам отдал ее Мясину, или же последний забрал ее в качестве сувенира после госпитализации Феликса. Не осталось даже фотографий танцовщика, точнее, есть одна, на которой предположительно запечатлен Феликс, но, к сожалению, подтвердить эту догадку некому. Еще одна балерина русских сезонов и партнерша Нижинского Ольга Списивцева в детстве не демонстрировала никаких признаков будущего заболевания. Да, девочка была впечатлительна и задумчива, но мало ли детей с таким складом характера. Да, у нее было хрупкое здоровье и склонность к туберкулезу, но, опять же, не у нее одной. Никто и подумать не мог, как тесно переплетется ее судьба с судьбой заглавной героини балета «Жизель», которая сошла с ума и погибла в результате предательства любимого человека. Во времена красного террора, пришедшиеся на расцвет ее молодости, Ольга прожила травматичный опыт. Рассказывают, что ее возлюбленный чекист Борис Каплун как-то привез балерину на экскурсию в морг. В другой раз они отправились в психбольницу. Чтобы убедительнее смотреться в сцене сумасшествия Жизели, Ольге якобы нужно было понаблюдать за жестами и походкой пациентов. Вряд ли эту идею ей подсказала педагог, великая Агриппина Ваганова. Все-таки между перфекционизмом и фанатизмом есть грань, и Ольга, кажется, не всегда была способна ее видеть. Исследователи убеждены, что впоследствии Списивцева страдала от посттравматического расстройства. В 1924 году не без помощи Каплуна Ольга смогла покинуть Россию и стала приглашенной звездой Парижской оперы. Совершенно заслуженно она была утонченной и прекрасно выученной балериной. А 10 лет спустя Ольга заключила контракт с труппой Анны Павловой под руководством мужа, умершей к тому моменту великой танцовщицы Виктора Дандре, и отправилась в Австралию. Именно там и дебютировала болезнь. Принято считать, что резкая смена часовых поясов и климата вкупе с пережитым пробудили первые симптомы душевного заболевания. При этом подробно проследить жизнь Ольги в Австралии не представляется возможным. Нам приходится доверять редким воспоминаниям и газетным публикациям, которые иногда противоречат друг другу. Сначала вся реклама строилась на имени Списивцевой, но в какой-то момент имя балерины пропало с афиш. Она станцевала несколько спектаклей, получила хвалебные отзывы, а потом что-то произошло. Танцовщик Антон Долин писал, что Ольга лечилась в санатории Blue Mountain от симптомов астмы или бронхита. У нее, как мы помним, были слабые легкие, а пансионат именно на этих заболеваниях специализировался. С другой стороны, зачем нужно было это делать, имея на руках подписанный контракт? До нас дошли воспоминания других коллег, отмечавших, что вне сцены Ольга тогда вела себя крайне эксцентрично. Она была подавленной, раздраженной, озлобленной. Артистке все время мерещилось, что за ней следят. В письме к матери Списивцева писала, что у нее как будто парализуют ноги. Она панически боялась возможной ампутации. Движения в танце становились искаженными, балерина как будто не слышала музыку и не обращала внимания на хореографический рисунок постановки. Однажды прямо на сцене с ней случился психотический приступ. В другой раз Списивцеву обнаружили в километрах от города, разгуливающей по безлюдной трассе. Напоминаю, это Австралия, и пригородные трассы там реально безлюдные и очень опасные. Вместе с возлюбленным Леонардом Брауном Ольга уехала в Европу, а затем перед войной в США. Когда Браун умер от инфаркта, Ольгу, лишившуюся последней опоры и окончательно погрузившуюся в пучину безумия, поместили в психиатрическую лечебницу. Какое-то время Ольгу лечили электрошоком. Это считалось тогда действенным методом. На долгое время об уникальной балерине все забыли, до тех пор, пока танцовщик Дейл Ферн не обнаружил ее в лечебнице. Узнав, кто она, персонал начал относиться к Ольге внимательнее, ею стали заниматься.
Тогда же вдруг балетный мир вспомнил о Списивцевой. У нее появились посетители. Хочется верить, что самой Ольге это хоть как-то помогло. В общей сложности она провела в больнице более 40 лет. История Лючии Джойс не очень известна в русскоязычном пространстве, но это только пока. Американские издания сообщают, что в скором времени о жизни забытой дочери Джойса будет снят фильм с топовыми актерами, так что, возможно, все изменится. В Ирландии Лючия – символ борьбы со стигмой психических заболеваний. В 1997 году там стали проводить Лючия Вик – неделю осведомленности о шизофрении. Логичный вопрос – почему именно Лючия? Потому что ее отец – культовая фигура, культовый писатель 20-го столетия. Даже если вы не читали Улисса, думаю, хотя бы краем уха слышали об этом произведении. Не будем глубоко погружаться в биографию и творчество самого Джойса. Нам достаточно знать, что семья была не просто бедной, а практически нищей. Когда Джойс не писал, он уходил напиваться в бары. И у его детей просто не могло быть в жизни опоры и чувства безопасности. Мать Лючии считала, что роль женщины – быть музой и служанкой гениального мужчины, что женщина не может быть творцом. И с дочерью, у которой было большое внутреннее стремление к собственному творчеству, у них был постоянный конфликт. Конечно, болезнь Лючии не прямое следствие характера и образа жизни родителей, и все-таки среда имеет определенное значение. В 15 лет Лючия начала учиться у Эмиля Жак-Далькроза, создателя ритмического движения. Затем она поступила в академию брата Айседоры Дункана Реймонда и жила в творческой коммуне под Парижем. В 1925 году Лючия занималась у британской танцовщицы Маргарет Моррис, которая также развивала направление свободного движения. С 26 по 29 годы Лючия активно выступала и собирала восторженные отзывы. Также она стала участницей первого международного фестиваля танца в Париже. Версий, почему Лючия решила не продолжать танцевальную карьеру, несколько. По одной, она не надеялась достигнуть больших успехов, а быть посредственной танцовщицей не захотела. По другой, на уходе настоял отец, посчитав, что такой образ жизни вредит здоровью девушки. С 1930 года у нее, к сожалению, начали происходить регулярные психотические приступы. Один из них случился на дне рождения отца, а второй на собственной помолвке Лючии. Естественно, свадьба не состоялась. Джойс по-своему очень любил Лючию, но, увы, до последнего не верил, что с ней что-то не так. Для него она была не помешанной, а скорее фантастическим и таким нервическим созданием. Из-за этого серьезное лечение постоянно откладывалось. Любопытные воспоминания о них оставил известнейший психиатр Карл Юнг, к которому Лючию привели уже в крайне плохом состоянии. Они как два человека, которые идут ко дну реки, но одна упала, а второй нырнул. Некоторые исследователи считают, что самого Джойса от психоза спасло творчество. Лючию пытались лечить в Швейцарии, затем в Англии и Франции. В какой-то момент она стала агрессивной и начала представлять опасность для окружающих. Тогда ее положили не просто в лечебницу, а в одиночную палату в этой лечебнице. Умерла Лючия в возрасте 75 лет. В 1988 году племянник полностью уничтожил архив Лючии. Ее роман, поэзию, большую часть переписки с отцом и писателем Сэмюэлем Беккетом. Так Лючия растворилась в истории, стала тем самым облачком в легком платье, о котором писал ее великий отец. Что же получается, 4 талантливых артиста примерно одного поколения с одним и тем же диагнозом. И это лишь те, о ком сохранились воспоминания. Есть ли здесь какая-то закономерность? Значит ли это, что люди театра априори в зоне риска? Между креативностью и шизофренией действительно есть некая связь, но она не является прямой и однозначной. В голове творческого человека и голове шизофреника действительно происходят похожие процессы. В частности, активизируется область предклиния в верхней теменной доле мозга. Она отвечает за неспособность подавлять ненужную когнитивную активность во время отдыха. То есть и шизофреник, и человек творческого склада порой не могут остановить поток мыслей. Только вот творческий человек в итоге с ним справится, а больной нет.
Схожесть есть и в процессе латентного торможения, фильтрующем механизме. Он позволяет воспринимать явления как новые, даже если вы видели их уже миллион раз. Так же, как шизофреники, творческие люди могут соединить две идеи из разных, никак не связанных сетей. Но в случае пациентов лечебниц эти оригинальные идеи не будут иметь ни логики, ни смысла. В данном случае само по себе психическое заболевание не может являться фактором, способствующим достижениям. Наоборот, в период изнурительных обострений продуктивность резко снижается. Исследование 2013 года убедительно доказало, что представители творческих и научных профессий не имеют особой склонности к психическим заболеваниям. История знает немало примеров здоровых и гармоничных личностей среди гениев. Тот же Леонардо да Винчи, Гёте, Пушкин. Так что это исключительно случай, генетика, судьба. Выбирайте любую интерпретацию, которая вам ближе. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно провести со мной это время. До скорых встреч!